какая волна несет благо? Хотела спросить. Какое благо несет, к примеру, рак, или смерть, или землетрясение, или там убийство? Какое благо несет вот такие негативные события в нашей жизни? Coming back to the phrase that every wave is favorable. What is favorable about cancer or murder or earthquake or about so many ugly things? What is the benefit from them? Okay. Well, it's a good question. Это хороший вопрос. And certainly these things are all, we are sad to see these things. И, несомненно, все эти вещи, что вы перечислили, огорчают нас. And we feel compassion for persons who go through that type of suffering. И мы чувствуем сострадание к тем, кто страдает от подобных вещей. But at the same time, according to the Vedic understanding, we understand that the world is moving according to a particular system. Но одновременно, с точки зрения ведического понимания, мы знаем, что мир действует согласно определенной системе. And in particular, the law of karma is prominent within this world, within this plane of existence. В частности, в этом мире, на этом уровне бытия, ярко проявлен закон кармы. And we have all been given some independence, free will. This is a grant, a gracious grant. И нам всем дарована свободная воля, свобода выбирать. Это, если угодно, драгоценный дар свыше. And really, the natural expression of free will is to direct oneself in harmony with the current of dedication that is going towards the center. И лучший способ использования своей свободной воли, своей свободы выбора, это распорядиться ею так, чтобы принести наибольшее благо ради удовольствия единого центра. But generally, within this plane of existence, souls have the tendency to use that independence for self-centered purposes. Но, как правило, люди, обитающие в этом мире, склонны распоряжаться своей свободой воли для того, чтобы обрести то, что им самим кажется благом. And so in order to keep things in check, to keep some type of regulation within this world, the law of karma comes into place. И для того, чтобы сохранить определенное равновесие в этом мире, для того, чтобы все сбалансировать, в этом мире существует закон кармы. And the law of karma means, as the scientist Newton said, to every action there is an equal and opposite reaction. И закон кармы можно выразить словами ученого Ньютона, который говорил в своих законах: каждое действие влечет равное противодействие. So, like if I knock this table, there's some corresponding vibration from the other side. Как если я стучу по этому столу, то возникает и противоположная вибрация с той стороны. So in the same way, we are told that for every word that we speak, every action that we perform, there will be some corresponding reaction to that. И также нам объясняют, что за каждое слово, что мы произнесем, за каждый поступок, что мы совершим, придет соответствующее последствие. So if we perform some pious action, then there will be some good result to that. If we perform some impious action, there will be some negative result. Если мы совершим благочестивый поступок, то результат будет хорошим, приятным. Если мы совершим, напротив, неблагочестивый, дурной поступок, то результат будет нехорошим. And that reaction may come within the same lifetime, it may take place in future lifetimes. И этот результат, следствие нашего поступка, может прийти как в этой жизни, так и в одной из следующих. We can conceive of our eternal existence as an infinite line. Мы можем представить себе, что наше существование подобно бесконечной линии. And this one life that we are in at present is like one point on that infinite line. А наша нынешняя жизнь, которую мы с вами проживаем сейчас, подобна одной лишь точке на этой бесконечной линии. But in the past, we have been through innumerable other
planes of existence, species of life. Но в прошлых жизнях мы уже были во всевозможных прочих условиях жизни. Мы прошли через разные формы жизни. And according to the activities and the mentality that we cultivate in this present lifetime, we are actually creating our future lifetime. И согласно нашему нынешнему настроению, согласно поступкам, которые мы совершаем, мы постепенно развиваем или культивируем условия, в которых окажемся в следующей жизни. And from a broad perspective, we can see this mechanism of karma, to be like a loving slap of our mother, you can say. И при широком взгляде мы можем рассматривать весь этот механизм кармы подобно как любящий шлепок со стороны матери. If a mother is slapping their child, a passerby may be going past and just see that and think, oh, what a cruel mother, slapping their child. Когда мама шлепает своего ребенка, то прохожий, который видит только этот эпизод, может сказать, какая жестокая мама, она шлепнула своего ребенка. But if they come to understand all of the previous actions of the child that led to that, the mentality of the child and the deeply loving heart of the mother, then they will not consider it to be a bad thing. Но если бы прохожий знал все предыдущие поступки этого ребенка, то каково настроение свойственно этому ребенку, и то, с каким глубоким любящим сердцем мать совершает этот поступок, этот шлепок, то тогда тот же самый прохожий уже не считал бы это дурным поступком. Another thing we can say is that and this is difficult to understand, but we are living very much within this plane of gross material, physical existence. Еще один момент, который, пожалуй, трудно понять, но все-таки стоит. Сейчас мы живем в мире грубого физического существования. And we identify with things on the bodily level. И мы отождествляем себя со всем в связи со своим телом. In terms of bodily identification. То есть мы принимаем себя за все, что связано с нашим телом. And we are not saying that this world does not exist. There are some schools of thought, that is their belief, that this whole world is an illusion. We do not say that. И мы ни в коем случае не утверждаем, что этот мир на самом деле не существует, или этот мир якобы только иллюзия. Есть некоторые школы мысли, которые к этому призывают, но мы не считаем, что этот мир иллюзия или что его нет. But what we do say is illusion is that we are identifying with the world of matter when actually we are spirit and we don't need the world of matter. Но мы утверждаем, что иллюзия — это то, что мы отождествляем себя с этим миром материи, и что мы забываем о том, кто мы на самом деле внутри или глубже, нежели этот мир материи. And that one who is awakened to their soul aspect, whatever is happening on the material sphere around them, it is very remote to them actually. И когда кто-то пробуждается ко внутреннему миру, к миру собственной души, тогда все события окружающего мира становятся для такого человека словно очень далекими. For those who are awakened to their soul aspect, all of these things which are so pressing to us, birth, death, disease, old age, for that person awakened to their soul, these things are very remote to them. Ведь те вещи, которые сейчас для нас крайне важны и очень сильно на нас давят, такие моменты, как рождение, старость, болезни, смерть, для нас это все очень серьезно. Но если кто-то подлинно пробудился к миру своей души, то для них эти же самые обстоятельства будут чем-то далеким. In the Bhagavad-gita, changing of your body is compared to changing your clothes when they get old and dirty at the end of the day. В Бхагавад-гите смена тела сравнивается со сменой одежды. Как вы переодеваетесь в свежую одежду на исходе дня, когда старая испачкалась. These things in our current level of understanding and experience, they can appear to be very abstract.
И на нашем нынешнем уровне бытия, развития, эти соображения могут казаться чем-то далеким, абстрактным. But we are told, we hear from the revealed truth that such a plane of experience is possible. Однако мы слышим из истины откровения, что подобный мир и подобное мироощущение вполне реальны. And I can also say, in a personal level, I've had the fortune to meet such a person who was living in such a plane of reality, and it was to me undeniably clear they were not living in this world. They were appearing present, but they were living in another world, actually. И лично со своей стороны я могу также добавить, что мне довелось встретиться с человеком, который на самом деле живет на таком уровне сознания. И для меня из общения было совершенно ясно, что этот человек, даже хотя присутствует в этом мире, он бесконечно далек от всех внешних соображений этого мира. And I can also say that I think all of us, to some degree or another, in our lives, we've had some experience, that we may have been in some difficult circumstance, but because our consciousness was so absorbed in something else, we didn't really notice it. Я думаю, каждый в своей жизни может вспомнить случаи, когда какое-то событие происходило с нами или рядом с нами, но мы были своим сознанием настолько погружены во что-то, что даже не заметили, что что-то произошло. Like, for example, you might burn your finger, but your mind is so absorbed in something else, you have some delayed reaction. Например, вы можете обжечь свой палец, но при этом вы были мысленно погружены во что-то настолько сильно, что реагируете на ожог только позже. Or like Einstein, he says, that spending time with a beautiful girl, time passes very quickly. Или Эйнштейн говорил о теории относительности так, что когда вы проводите время в обществе прекрасной девушки, то время пролетает незаметно. Whereas if you're doing something that you don't want to do or with someone that you don't want to be with, then even a very simple task can be very laborious. А если вы заняты чем-то неприятным, или вы вынуждены находиться в обществе неприятного вам человека, то тогда даже самая простая задача становится настоящим трудом, долго тянущимся. So consciousness is superior to matter. Итак, сознание выше материи. So the objective of the Vedic instruction is not to make persons more comfortable in this world, but rather to awaken them to a higher prospect, to identification within a higher plane. И цель ведических наставлений не в том, чтобы помочь людям как-то лучше устроиться в материальном аспекте, но помочь им пробудиться к своему более глубокому «я», к тому, что заключено в духовном мире. There's one example given that if somebody is having a dream that a tiger is coming to attack them, then that person in the dream who's having the dream is shouting out, save me, there's a tiger coming to attack me. Then as their friend, what will you do? Will you go and get a stick and try to help them? Or will you wake them up and say, it's a dream? Представьте, что ваш друг спит, и ему снится, что за ним гонится тигр. И он убегает от тигра и кричит, за мной гонится тигр, спасите меня, спасите меня. Вы, как его друг, находясь рядом, что вы сделаете в этой ситуации, чтобы помочь другу? Возьмете ли вы в руки палку, чтобы прогнать этого тигра, или же вы просто разбудите своего друга, чтобы сказать ему, это всего лишь сон? So in the same way, the Vedic instruction is coming to tell us, you don't need to okay, you're suffering in your body, but in the first place, you don't need to identify with your body. This suffering that you're experiencing is unnecessary. Итак, ведическая точка зрения такова, что да, сейчас вы страдаете из-за своего тела, однако вам нет необходимости отождествлять себя с этим телом. Таким образом, нет необходимости, чтобы вы переживали эти неприятности, эти страдания. You are above that, so rise above that. Вы выше этого, так встаньте же выше этого.